Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами народные приметы на 23 октября. В этом видео поговорим о народном календаре. Уделим внимание церковному календарю, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 23 октября. Давайте далее все более подробно. Итак, 23 октября православная церковь чтит память мучеников Евлампия и Евлампию. Это были брат и сестра, которые погибли от рук гонителей в 303 году. В царствовании римского императора Максимиана усилились сильные гонения на христиан. И, опасаясь преследований со стороны палачей, многие верующие покинули свои дома и попрятались кто в пустыне, кто в горах, кто в ущельях. В это время жил знатный юноша Евлампий, родом из Никомидии. Он был христианином по вере и по делам своим. Святой скрывался с другими христианами, которые послали его в город купить хлеба и отнести в пустыню. Прибыв в Никомидию, юноша увидел прибитый к воротам города царский указ, который предписывал избиение всех христиан. Прочитав указ, Евлампий насмехался над глупым приказом императора, который вместо борьбы с врагами сражался с невинными врагами. Сразу же молодой человек был арестован и предан суду. Сначала судья пытался обманом заставить христианина отречься от своей веры и поклониться языческим идолам, но когда он отказался, его стали долго и изощренно мучить. Тогда святой, как говорят, отрекся от веры и был взят в храм для поклонения идолам, где, подойдя к статуе Марса, он сказал: «Именем Господа повелеваю тебе, немой и бездушный идол, пасть на землю и превратиться в прах». При этом статуя с грохотом упала и разлетелась на мелкие осколки. Многие язычники, бывшие свидетелями случившегося, уверовали во Иисуса Христа. После этого Евлампий был подвергнут еще более страшным и изощренным мукам. Его сестра Евлампия, узнав о судьбе брата, добровольно сдалась палачам. Она подверглась жестоким пыткам и была убиена вместе со своим братом. Евлампии и Евлампию на Руси принято было молиться о здоровье юношей и девушек. Кроме того, к этим мученикам обращались с молитвой об избавлении молодых людей от воздействия дурной компании. Девочки и мальчики, мы вам оставим в описании к этому видео молитвы, которые рекомендуем прочитать в этот день, 23 октября. Ну а в народной традиции 23 октября этот день носил такие названия, как Евлампиев день, День Евлампия Зимоуказателя. И почему назвали этот день как Евлампий Зимоуказатель? Дело в том, что по народным приметам по сегодняшней погоде предсказывали, какие будут погодные условия именно этой зимой. Дни уже становились короче, так что без света по утрам и вечерам уже было не обойтись. Дешевле всего было освещать помещение с помощью лучины. Горела она хорошо, но света от нее хватало всего на несколько минут, так как лучин требовалось много. Поэтому в этот день было принято заниматься заготовкой лучин. Для этого поленья расщеплялись на десятки тоненьких палочек. Напоминаем всем, что когда-то наши предки не имели электричества, как сейчас, не имели инфраструктуры, и соответственно использовалась именно лучина. Еще в этот день было принято сжигать старые вещи и прыгать через костер. Считалось, что сжигая старье, можно избавиться от болезней и разных неприятностей, а прыгая через огонь, продлить молодость и здоровье. Вообще к огню в этот день было у наших предков особое отношение. На Руси верили, что огонь, подобно человеку, может есть и спать. С огнем, горевшим в печи, весь день разговаривали как с живым существом, а вечером желали спокойной ночи. Нельзя было ругать огонь, даже если что-то пошло не так, а тем более плевать в него. Считалось, что за такие поступки огонь обязательно накажет.
А еще 23 октября нельзя было делиться огнем, так что, если следовать этому поверью, не давайте сегодня никому спички или зажигалку, чтобы сохранить в доме покой, добро и хорошие отношения. Кроме того, этот день не самый лучший для крупных и дорогостоящих покупок. Считается, что все сегодняшние приобретения прослужат недолго, быстро выйдут из строя или даже потеряются. Была еще одна интересная народная примета этого дня. Если купить сегодня любой напиток, даже воду или сок, в семье появится алкоголик. Также 23 октября существовал быстрый способ избавиться от проблем и неприятностей. Наши предки верили, что если насыпать на подоконник крошки белого хлеба, склевавшие их птицы унесут все беды с собой. Как мы уже сказали ранее, на Евлампия день значительно уменьшался, и по этому поводу в народе говорили: Евлампил лучину отщепляет, огонь раздувает и потемки освещает. Поэтому наши предки в этот день расщепляли поленья на лучину. Лучины устанавливали в специальные светильники под углом 10-15 градусов. Приспособление для укрепления горящей лучины получило название светец. Это незамысловатый инструмент представлял собой небольшого размера кованую вилку, в центре которой укреплялась горящая лучина. Благодаря этому приспособлению горящую лучину без труда можно было переносить с одного места на другое. Внизу светец дополнялся тяжелым обручем. Это позволяло приспособлению стоять прямо. Во избежание пожара его ставили в ведро с водой. Со временем простой по форме светец превратился в настоящее произведение искусства, сложность и изящество которого зависели уже от фантазии кузнеца. Лучина и светец были непременными спутниками прях, позволяющими работать долгими осенними и зимними вечерами. Светец сохранился в христианском быту вплоть до революции 1917 года. На Евлампия зимоуказателя наши предки проводили специальный обряд, чтобы очистить дом от злых духов. С этой целью они покупали нож, который пользовались только один раз во время проведения ритуала. Воткнув лезвие в порог, люди говорили: «Кто с лихом в мой дом возойдет, тот его обратно заберет». После этого клинок клали рядом с порогом, а через 10 дней убирали в амбар и никогда больше ими не пользовались. Хозяйки в этот день старались встать пораньше, чтобы успеть к пробуждению семьи и испечь вкусные пироги. Наши предки говорили, что в Евлампий пораньше встань, да все успей. Пироги на столе считались хорошим знаком. Наелся пирогом на Евлампия, будешь сыт и здоров целый год, до следующего праздника. Так говорили наши предки. А еще 23 октября знахари собирали целебные травы. Обязательно заготавливали руту, подвешивали к потолку, чтобы темные силы не нападали на детей, которые проживают в доме. Из руды готовили отвары, настойки, лекарства от разных заболеваний. Ее можно было использовать в качестве дезинфицирующего средства, а также лекарство было от чумы, хронические воспаления полости рта, глотки, бронхита, воспаления легких, воспаление слизистой оболочки желудка, геморроя, невроза, а также сердечной недостаточности. В праздник парни и девушки прыгали через костер для возрождения к новой жизни, а также продления молодости. Также бросали в костер старые вещи, избавляясь таким образом от неприятностей и болячек. Как мы уже сказали ранее, в этот день наши предки уделяли внимание погоде, чтобы знать, какая же будет зима. Поэтому, если 22 октября стоит слякотная погода, то снег не выпадет до 4 ноября. Если 22 октября мороз не ударил, то зима не наступит и в ближайшие 4 недели. Если весь день небо на западе чистое, дождя не будет. Ну а если листья на иве снизу начали облетать, то зима будет ранняя. Если ветер дует с востока или с севера, то грядет похолодание. Если рога у месяца 23 октября повернуты на север, то снег ляжет на сухую землю. Если на юг, осень будет сырая и слякотная.
23 октября именины отмечают владельцы таких имен: Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома и Яков. По мнению наших предков, на Евлампиев день рождаются решительные и уверенные в себе люди. Из достоинств людей, рожденных в этот день, 23 октября, это то, что они благодаря своей решительности могут добиться любых высот в карьере и в личной жизни. Конечно, у таких людей были и недостатки. Довольно часто человек, рожденный в этот день, из-за своего упорства в достижении цели может нажить себе достаточно много врагов. А вот в качестве талисмана и оберега людям, рожденным в этот день, стоит все-таки использовать топаз. Что же толкование снов, то если вы увидели какой-то в ночь на 23 октября необычный сон, в котором вы убили филина, это говорит о том, что в реальности ваши попытки отомстить давним недоброжелателям будут бесполезны. Поэтому не стоит тратить на это свои силы и время. Увидели в сновидении мясника, который держит в руках топор, знаете, что ваши враги сильнее вас и, возможно, в данный момент планируют, чтобы как-то вам навредить. Также на Евлампия было принято проводить защитные обряды и ритуалы, читать определенные магические слова от неприятных и лихих гостей. А мы вам предлагаем провести ритуал от лихого гостя. Нужно было 23 октября купить новый нож или же взять тот, которым не пользовались более 40 дней, воткнуть его правой рукой в порог и сказать при этом такие слова: «Кто с лихом в мой дом зайдет, тот его обратно заберет. Кто со злом на пороге появится, тот злобой своей и подавится. Кто за добром моим придет, тот тут же в кандалы попадет. Аминь». После нож клали рядом с порогом на 10 дней, ими не пользовались по прямому назначению в течение целого года. Давайте поговорим о том, что же нельзя было делать в день Евлампия по народным приметам. Вы знаете, на 23 октября, день Евлампия, у наших предков существовали особые запрещающие народные приметы, многие из которых были связаны с огнем. Все эти поверья напоминают, что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь на себя беды и невзгоды. Так, 23 октября ни в коем случае нельзя не только плевать на огонь, но и даже тушить свечи пальцами, смоченными слюной. Считается, тот, кто нарушит запрет, очень скоро понесет большое наказание. Начнутся пожары, станут случаться и серьезные ожоги. Не рекомендуется в день Евлампия давать кому-то взаймы спички, зажигалки или свечи, так как вместе с ними можно отдать из дома тепло и уют. Начнутся в семье постоянные ссоры, скандалы, недомолвки и даже супружеские измены. Нельзя 23 октября проводить гадания по свече и гадать по горящей бумаге. Предсказания в этот день не будут правдивыми. В день Евлампия нельзя надевать и приобретать драгоценности, иначе они притянут неприятности. Чем дороже будут вещи, тем сильнее будут невзгоды. Для избавления от этого негатива надо поутру раздать мелочь нуждающимся, при этом ни в коем случае нельзя было смотреть им в глаза. В этот день, 23 октября, нельзя играть свадьбу, так как семья, созданная в этот день, 23 октября, очень скоро расстанется, притом не по своей инициативе. Обстоятельства сложатся таким образом, что супругам придется расторгнуть свой брак, но любить друг друга они будут до конца своей жизни. Не рекомендуется в день Евлампия покупать одежду. По народной примете она принесет несчастье и разочарование в окружающих. К тому же есть вероятность, что она долго не прослужит, порвется, потеряет цвет или же уменьшится после стирки в размере. Также 23 октября не стоит подметать пол около входной двери, так как есть вероятность, что вместе с ссором через дверь уйдет из дома и финансовое благополучие. Если же скопилось очень много мусора, то надо его смести в угол, а собрать на следующий день и вынести из дома до полудня, не позже. Запрещается в день Евлампия пить покупную водичку, иначе в семье появится любитель спиртного. По этой причине воду лучше приобрести заранее или же пить из-под крана, а лучше всего набрать из природного источника. Также в этот день не стоит носить бусы, сережки и кольца. Копеечные украшения будут не опасны,
но могут причинить какой-то вред. Также обращаем ваше внимание, что сегодня нельзя плевать в огонь, а также пытаться затушить его слюной. Также в день Евлампия зимоуказателя не давали в долг свечи и спички. Считалось, что вместе с ними в семью уйдут и благополучие, и теплые и добрые отношения. Также в это время запрещалось гадать. Предсказания не сбудутся, но неприятностей и мелких, и крупных после этого, как говорится, не оберешься. Вот такой, друзья, у нас с вами день 23 октября по народным приметам и по церковному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.